Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о внуке Аллы Пугачевой Никите Преснякове и о работе антикоррупционного комитета. Никита Пресняков, который несколько дней назад вместе с супругой вернулся из Америки в Россию, угодил в колоссальный криминальный скандал. Теперь 32-летний молодой человек не сможет вернуться обратно в Соединенные Штаты Америки, а в России, благодаря работе полиции и антикоррупционного комитета, против него возбудят уголовное дело по нескольким статьям. Стало известно, что Никита Пресняков обвиняется в особо тяжком преступлении – нанесении тяжелых ранений охраннику и ограблению одного из центральных музеев Санкт-Петербурга – Государственного русского музея. По данным СМИ, за время нахождения в Соединенных Штатах Америки Никита Пресняков не смог себе найти достойную работу, пристрастился к игромании и задолжал колоссальную сумму денег, а потом вернулся в Россию, чтобы изыскать финансовые средства. Однако отец Никиты Преснякова не пошел на поводу у избалованного молодого человека и не стал давать ему деньги. Тогда Никита Пресняков решился на неадекватный поступок. По данным СМИ, 2 дня назад компания молодых музыкантов во главе с Никитой Пресняковым приехали в Санкт-Петербург на гастроли. В перерывах между концертами они совершили экскурсию в Государственный русский музей Санкт-Петербурга, а уже сегодня ночью произошло чрезвычайное событие. По словам охранника музея, который получил тяжелые ранения и на данный момент находится в больнице, произошло следующее. Во время экскурсии по музею Никита Пресняков и его друзья подошли к охраннику Андрею Светлакову и предложили ему 50 тысяч рублей за то, чтобы тот в ночное время суток отключил сигнализацию и пропустил их внутрь музея. Якобы Никита Пресняков сказал охраннику, что ночью хочет снять в музее музыкальный видеоклип. Однако на деле получилось все совсем иначе. Войдя в музей, Никита Пресняков и его товарищи нанесли тяжелые ранения охраннику Андрею Светлакову и вынесли из музея старинные картины и гравюры общей стоимостью почти $1 миллион. На что рассчитывали преступники, сказать сложно. Возможно, Никита Пресняков планировал быстро продать краденые картины и покинуть Российскую Федерацию. Однако план Никиты Преснякова не удался. Уже через несколько часов после преступления в гостинице города их задержала полиция Санкт-Петербурга и доставила в полицейский участок. На данный момент на месте преступления работает полиция. В Санкт-Петербург срочно приехал отец преступника Владимир Пресняков и члены антикоррупционного комитета. Зрители с большим стажем могут помнить, что это уже далеко не первое преступление Никиты Преснякова. 2 года назад внук Аллы Пугачевой обвинялся в устройстве пожара в замке Максима Галкина. Однако в тот раз Никите Преснякову с помощью связи его бабушки удалось покинуть Российскую Федерацию и уехать в Америку. Однако на этот раз шокирующее преступление взяло под личный контроль Генеральная прокуратура Российской Федерации и директор антикоррупционного комитета Никита Михалков. Поэтому внуку Аллы Пугачевой не удастся уйти от наказания. Ну и, как всегда, в заключении новости о работе антикоррупционного комитета. На днях в организации Никиты Михалкова произошла ротация кадров. Из комитета вышел певец-шаман в связи с тем, что артист имеет постоянные гастроли и не может исполнять свои служебные обязанности. Однако в комитете Никиты Михалкова появилось еще 3 новых члена – певец Олег Газманов и молодые артисты Андрей Веретенников и Олег Сергеев.
Помимо этого стало известно, что в скором времени филиалы антикоррупционного комитета будут появляться не только в Москве, но и в других городах Российской Федерации. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.